Сегодня делаем плетение волна. Рассчитать эту и другие виды цепей можно в приложении. Ссылка на главной странице канала и в описании к видео. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для изготовления цепи понадобится спираль с коэффициентом 3,3. Готовую спираль нарезаю на куски по 2,3 витка. Когда все нарезано, приступаю к сборке. Вкручиваю завитки друг в друга, как при сборке бисмарка. Следующий элемент вкручиваю так, чтобы он цеплялся по отдельности за каждый из двух витков. Заканчиваю формирование второго звена таким же, как у бисмарка. Последующая сборка происходит в таком же порядке. Когда длина набрана, приступаю к первому этапу пайки. Окунаю цепь во флюс и размещаю ее на паяльной доске. Прогреваю все полотно до кристаллизации флюса и непосредственно паяю. На первом этапе цепь запаивается только в местах касания витков. Следующей операцией произвожу подрезку усиков. Место подрезки над примыкающим витком.
Настал черед второго этапа пайки. Теперь припаиваю обрезанные усики к виткам. Отмыв полотно от флюса, натягиваю его между ригелей и выкручиваю до прямого состояния. В процессе не лишним будет проверять цепь на отвис. После выкручивания цепь можно протянуть в вальцах или цайзинге, но я пропущу эту операцию и перейду сразу к запиловке. Вначале формирую плоскости по обеим сторонам цепи. Затем стачиваю стороны, обеспечивая радиусный переход. Вот так выглядит полотно цепи после запиловки. На этом у меня все. Благодарю за просмотр и до встречи на цепилогии.